Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить ПП-торт Баунти. Всем знакомо это вкуснейшее сочетание сладко-сливочной кокосовой мякоти и молочного шоколада. В этом торте я воплотила их в ПП-версии. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Для приготовления нежных молочно-шоколадных коржей нам понадобится 190 грамм кефира, либо кефира с йогуртом. Я использую второй вариант, так коржи получаются мягче и нежнее. Сюда насыпаем 9 грамм соды. Тщательно размешиваем и отставляем в сторонку на 4 минуты. За это время подготовим сухие ингредиенты. 190 грамм муки, у меня это сочетание овсяной и кукурузной. Если планируете заменять на другую, спросите меня в комментариях. Добавляем 20 грамм какао, 17 грамм подсластителя и 50 грамм сухого обезжиренного молока. Тщательно перемешиваем, лучше венчиком, чтобы разбить все комочки. Сода начала реагировать с кефиром, отправляем ее к 4 яйцам, размешиваем. И добавляем смесь сухих ингредиентов. Соединяем все вместе. Тесто сначала кажется густоватым. Это нормально. Буквально через минутку оно становится более жидким. Это происходит за счет размокания сухого молока. Вот такая консистенция получается. Выкладываем тесто в форму. У меня это кольцо диаметром 16 см с дном из фольги. И отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 50 минут. Вот такой коржик у нас получился. Он уже почти остыл, можно вынимать из формы. Снимаем фольгу и проходимся ножом по стенкам. Корж упаковываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике как минимум на 6 часов. Для крема нам понадобится 400 грамм молока и 50 грамм сухого молока. Сухого молока можно взять больше или меньше, чтобы получить более или менее насыщенный сливочный вкус. Если у вас сухое молоко идет с комочками, как у меня, то проще воспользоваться блендером. К сухому молоку добавляем 25 грамм кукурузного крахмала и 15 грамм подсластителя. Это количество подсластителя для очень сладкого крема, примерно как в самих конфетах Баунти. Регулируйте сладость на свой вкус. Часть молока наливаем к сухим ингредиентам. Остальное молоко отправляем на плиту и нагреваем до кипения. А сухие ингредиенты смешиваем с молоком с помощью блендера или венчика. Добиваемся однородной консистенции без комочков. Теперь в горячее молоко выливаем нашу смесь и тщательно размешиваем венчиком. Отправляем крем на плиту увариваться до легкого загустения. Вот такой крем у нас получился. Кстати, показатель готовности такого крема – полное исчезновение пузырьков на поверхности. Крем становится гладкий и однородный. Вот такая должна быть консистенция. Добавляем в горячий крем 100 грамм кокосовой стружки и тщательно размешиваем. И сюда же добавляем 50 грамм кокосовой пасты. Ее можно заменить на 10 грамм кокосового масла или вообще не класть. Кокосовую пасту сейчас несложно найти в магазинах по более-менее приемлемой цене. Она дает такой насыщенный кокосовый аромат и вкус нашему крему, что я вам очень рекомендую попробовать именно этот вариант. И не забудьте положить в крем немного натуральной ванили, если у вас есть. Крем готов. Вот такая у него получается консистенция в теплом виде. Перекладываем его в кондитерский мешок. Перед сборкой осталось разрезать коржи. Мы сделаем 3 разреза, срежем шапочку и оставшуюся часть разделим на 3 коржа. Чтобы ровно разрезать корж, нужен большой нож. Намечаем линию надреза. И постепенно прорезаем корж по кругу все глубже и глубже.
Нож держим строго горизонтально. Срезаем верхушку и аналогичным способом нарезаем коржи. Теперь можно приступать к сборке торта. На подложке у меня кольцо диаметром 16 см, как и коржи. Ацетатная лента по бортику, 3 коржа, пропитка, это у меня 120 грамм молока. Молоко я заранее довела до кипения, чтобы продлить срок годности торта. И крем. Наносим немного крема на подложку, чтобы зафиксировать на ней торт. И выкладываем первый корж. Тщательно прижимаем. Дальше выкладываем половину крема. Смотрите, кондитерский мешок удобен тем, что можно сразу заполнить всю поверхность коржа довольно ровным слоем. И при последующем разравнивании крема темные крошки коржа не потянутся в крем. Выкладываем второй корж. Прижимаем. Пропитываем его молоком. Кстати, первый корж я пропитать забыла. Вот и попробую, насколько большая разница между пропитанными и непропитанными коржами. Выкладываю второй слой крема. Крема получается довольно много в торте. Мне кажется, это логично, так как в конфетах Bounty начинка как раз занимает основную часть десерта. Разравниваем. И последний корж. 40 грамм пропитки. Я выбрала в качестве пропитки молоко, чтобы сделать коржи максимально молочно-шоколадными. По этой же причине у них в составе сухое молоко. Укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов, а лучше на ночь. А пока можно приготовить крем на покрытие. Для этого нам понадобится 400 грамм рикотты. Минимально на такой тортик может хватить 300 грамм. Если у вас нет рикотты, то ее можно легко заменить. У меня на канале скоро выйдет видео про 3 замены рикотты, которые к тому же в 2 раза дешевле оригинала. Добавляем 10 грамм какао и 10 грамм подсластителя. И тщательно размешиваем. Можно лопаткой, можно и блендером, чтобы наверняка избавиться от всех комочков. Кстати, этот крем можно сделать и белым. В моей задумке он молочно-шоколадный, как и покрытие у оригинальных конфет. Вот такой гладкий, нежно-шоколадный крем у нас получился. Он хорошо держится на лопатке, значит и на торте будет держаться. Перекладываем его в кондитерский мешок. Тортик настоялся, можно вынимать его из формы. Снимаем форму и ацетатную ленту. Вот такой красивый тортик у нас получился. Покрываем его кремом из кондитерского мешка, начиная снизу и двигаясь вверх по спирали. Доходим до верха и еще один круг проходимся выше коржа. Дальше покрываем слоем крема верхушку торта. Выравниваем верхушку и бока. Снова верхушку. И так пока не добьемся идеального результата. Последние штрихи. И можно приступать к украшению. Я буду оформлять торт ПП глазурью молочный шоколад с подтеками. Ее рецепт уже есть на моем канале. Мне очень удобно делать подтеки из кондитерского мешка. И заполняем глазурью по кругу. Смотрите, глазурь для подтеков достаточно прохладная, чтобы она могла быстро застывать на торте. А для того, чтобы покрыть верхушку ровным слоем, она наоборот должна быть более теплая и текучая. Поэтому я отправляю ее разогреться в микроволновку или мультиварку на 10 секунд. И покрываем верхушку. Теплая глазурь не образует волн, получается ровный и гладкий слой. Можно приступать к украшению. Чтобы элементы декора хорошо фиксировались на торте, я буду макать их в глазурь. Вот так. У меня в качестве декора сегодня кокосовые конфеты, рецепт которых уже есть на моем канале. Кусочки кокоса и листики мяты.
Кокос, как видите, у меня не полностью очищенный, с коричневой корочкой. Это сделано просто для естественности и для красоты, но его неудобно кушать. Если хотите съесть торт без остатка, лучше почистите полностью. Часть кокоса я нарезала мелко, просто набросаю его. И завершаем декор листиками мяты. Они всегда освежают тортик и вносят яркости. Вот такой свеженький и красивый тортик. Кокос в молочном шоколаде. Мне кажется, идеальное сочетание. Кстати, вот видите половинку кокоса на заднем плане? Это вариант простого декора. Положить на середину торта половинку кокоса и набросать немного мелких кусочков рядом. Давайте разрежем тортик. Очень легко режется. Простой и красивый разрез. Мягкие молочно-шоколадные коржи, нежнейший кокосовый крем, похожий на начинку конфет Баунти. И все это в обрамлении молочного шоколада и ароматного кокоса. Ну это очень вкусно! Спасибо за просмотр! Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями, мне будет очень приятно. И спасибо за лайк! Пока!